натуральный йогурт. Получается огромное количество вот такого малинового йогурта. Он же кефир, он же йогурт. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Потропездим, канал о еде и путешествиях. Сегодня расскажу вам, как в домашних условиях приготовить узбекский катык, грузинский мацони или русский кефир. А также из этого молочного продукта вместе с вами приготовим вкусный и очень полезный домашний йогурт. Оставайтесь с нами, мы начинаем! Итак, для того, чтобы приготовить узбекский катык, грузинский мацони или русский кефир, нам потребуется 1 литр молока жирностью 3,2% и 2 такие столовые добрые ложки катыка. Катык я беру вот такой, у нас в магазине продается, прям написано катык. Это не реклама, просто чтобы показать вам, чем я пользуюсь. Он достаточно густой. Вот точно такой же катык у нас получится в итоге из молока. Для начала нам необходимо молоко довести до кипения. Друзья, смотрите, как только молоко поднялось, сразу выключаем газ, оно обратно оседает. Все, долго кипятить молоко не будем. Наша задача заключается лишь в том, чтобы довести молоко до кипения. Теперь мы его остужаем примерно до 40-42 градусов. Так, чтобы температура молока была между теплым и горячим. Друзья, молоко у нас уже остыло. Рука уже терпит, но еще достаточно такое горяченькое. Между теплым и горячим, как я и говорила. Обязательно здесь образовалась пенка, я ее убираю. И переливаю молоко в банку. Смотрите, пока переливала, здесь еще вот такая пенка образовалась. Ее тоже по возможности убираю. И теперь отправляю в банку 2 ложки катыка. Катык желательно заранее из холодильника вытащить, хотя бы за час до приготовления кефира. Хорошо перемешиваю. Банку закрываю крышкой. Укутываю кухонным полотенцем. Вот так. И убираем в теплое место. Я убираю на батарею, прям на батарею стелю полотенце кухонное и сверху ставлю банку. Часов на 10. Обычно кефир я готовлю вечером, оставляю его на ночь. Теперь главное его не трогать и не проверять. Все, пусть до утра стоит. Друзья, прошло ровно 10 часов. Давайте откроем и посмотрим, что получилось. Посмотрите, практически не шевелится. Вот смотрите, трясу, видите? Очень-очень густой получился катык. Кефир еще теплый. Я его часа на 2 уберу в холодильник, чтобы он полностью остыл. А потом можно будет уже готовить йогурт, угощать своих близких. Покажу, что делать дальше. Итак, друзья, кефир у меня уже полежал в холодильнике 3 часа. Полностью остыл, холодный. Ложкой прям достаю и посмотрите по консистенции, он прям натуральный йогурт. Вот. Как холодец, видите? Отличный натуральный йогурт. Сейчас из этого натурального йогурта мы приготовим сладкий йогурт малиновый, который очень любят дети. Берем банку и наливаем в нее не до самого верха натуральный йогурт. Отправляем сюда 3 чайные ложки малинового варенья и 1 чайную ложку сахара. Хорошо все перемешиваем. Получается огромное количество вот такого малинового йогурта. Сейчас угостим Алексея, и он расскажет, как это вкусно. Всем привет! Сегодня мы будем пробовать мацони, он же кефир, он же йогурт. По-моему, так Владимир Владимирович назвал это молочное чудо природы. Узбеки называют катык, на Кавказе называют мацони, русские называют кефир, а еще есть такое слово йогурт. Например, в Турции очень распространено. Натуральный, особенно йогурт. Поэтому сейчас мы его оценим, как он на вкус. Там, ну, видно, что там фрукты плавают. Фрукты, овощи. Что там у нас? Варенька, да? Там плавают вон фрагментики фруктиков. Сейчас мы его на вкус.
Похоже, знаешь, на что? В детстве был такой напиток варенец. На варенец больше похож. А я думала, на йогурт покупной, нет? Вкуснее? Не, вкуснее. Вот именно варенец, он такой, он сладкий такой был варенец. Такой сладковатый варенец был раньше. Сейчас он продается, нет, наверное, тоже. Напишите в комментариях, есть он, нет? Что-то я не видел. Я знаю, что ряженка бывает. Ряженка, кефир, ну, молоко, само собой. А вот есть ли варенец в продаже, что-то я даже не обращал внимания. Очень быстро кончается. А так все прям замечательно. Плюс все натуральное. Молоко, закваска и варенька, да? Да. Детям самое прям вот то идеальное. Тема. Никаких тебе всяких химии какой-нибудь. Все очень натуральное. Ты еще с него смузи делаешь. Да, тоже очень вкусное. Напишите в комментариях, если вам интересно. Да, напишите, если интересно, можем сказать, как готовить смузи из кефира, из домашнего. Смузи очень детям нравится. Проверено по трапезе, рекомендую. Друзья, если вам понравилось это видео, ставьте нам, пожалуйста, пальчики вверх. Подписывайтесь на канал. У нас есть там специальная кнопочка и колокольчик, чтобы вам сообщили о наших новых видео. Пишите комментарии, нам очень приятно с вами общаться. Всем спасибо за просмотр, всем пока. Пока-пока, приходите еще.